Привет, это подкастинация. Здесь мы разбираем горячие темы и собираем нацию думающих людей. Погнали! Сегодня выпуск посвящен самым резонансным событиям 17 сентября 2025 года, которые собрали и взорвали интересы аудитории по всему миру. Мы поговорим о судьбоносной договоренности, которая сохранит TikTok в США, о финансовых тревогах у поколения Z и даже об уникальном медицинском прорыве с влиянием на наше здоровье. А еще о живой природе, которая сумела удивить невероятным рекордом, и о стихии, что теряет свою силу, принося облегчение тысячам людей. Это будет не просто обзор, а размышление о том, какую перспективу эти события открывают для всех нас. И начнем с первой новости. TikTok остается в США. Крупная торговая сделка Китая и Америки. День начался с сенсации. США и Китай достигли рамочного соглашения, которое позволит популярной социальной сети TikTok продолжить работу в США под контролем американских инвесторов. Эта новость была официально подтверждена министром финансов США Скоттом Бессентом после переговоров в Мадриде и официально заявлена президентом Дональдом Трампом. По условиям сделки контрольный пакет акций TikTok будет передан американской стороне, при этом китайская компания ByteDance сохранит незначительную долю, около 19,9%. Ключевой камень преткновения – это алгоритм рекомендаций TikTok. Китайская сторона разрешит американским специалистам скопировать и заменить алгоритм, что позволит устранить опасения правительства США по поводу возможного шпионажа и передачи данных пользователей китайским властям. Новая компания, которая появится в результате сделки, будет обслуживать порядка 172 миллионов пользователей в США. Этот прецедент – яркий пример того, как технологии становятся ареной глобального соперничества и сотрудничества одновременно. Молодежь в США, особенно поколение Z, воспринимает TikTok как неотъемлемую часть своей повседневной жизни, и угроза запрета вызвала волну общественного давления на политиков. С другой стороны, национальная безопасность остается приоритетом для государства. Сделка – это попытка сбалансировать эти интересы, адаптируя глобальный продукт под местные реалии и потребности. Для подкастонации эта история не просто бизнес-соглашение, это про то, как технологии влияют на культуру, политику и личную свободу миллионов людей, и насколько непросто обеспечить безопасность и открытость в цифровом мире, где границы виртуальны, а пользователи глобальны. А теперь двигаемся дальше и погружаемся в волну, где экономические реалии начинают вибрировать особенно резко. Кредитный кризис поколения Z – тревожный финансовый звоночек. Новые данные показывают, что кредитный рейтинг американской молодежи в возрасте от 13 до 28 лет резко упал. Это значит, что для многих молодых людей доступ к потребительским кредитам, ипотеке и студенческим займам стал серьезно ограничен. Растущие долговые обязательства, высокая стоимость образования и жилья, а также изменчивый рынок труда создают для поколения Z финансовый стресс, который отражается на их возможностях строить самостоятельное и стабильное будущее. Для подкастонации это новость – сигнал к тому, что экономическая безопасность молодого поколения должна стать приоритетом общества и государства в целом. Если кредиты становятся недоступными, это не только ограничивает индивидуальные возможности, но и тормозит рост экономики в целом. Это вызов для финансовых институтов и поучительный пример того, что поддержка молодежи и доступ к ресурсам – это фундамент развития любой страны. Общество, которое инвестирует в своих молодых граждан, получает мощный потенциал для инноваций и устойчивого прогресса. Ну а мы продолжаем путь от цифр и долгов к чудесам современной медицины. Медицинский прорыв – зуб, который спас зрение. Ученые и врачи из Калифорнии совершили настоящее чудо. Впервые они использовали удаленный зуб пациента как биоматериал для восстановления поврежденной роговицы глаза. Такой инновационный подход стал настоящим прорывом в офтальмологии и биомедицине, открыв перспективы для лечения тех форм слепоты, которые ранее считались неизлечимыми. Этот случай показывает, как наука создает новые возможности для лечения, используя собственные ресурсы организма человека, снижая риски отторжения и расширяя границы возможного. Для подкастонации подобные технологии – это напоминание, что медицина будущего уже наступила и меняет качество жизни каждого из нас. Несмотря на научную и технологическую сложность, это также история о надежде для миллионов людей, для которых восстановление зрения – шанс на новую жизнь. Двигаемся от микромира человеческого тела в мир огромной природы.
Рекордный подсолнух. Природа удивляет своими возможностями. Житель Индианы Брайан Мур подвел свой сельскохозяйственный талант к мировому рекорду. Его подсолнух достиг невероятной высоты в 10,9 метра, почти 11 метров. Эта гибридная комбинация генов нескольких сотен подсолнухов позволила растению вырасти почти в 3 раза выше среднего. Для подкастанца этот рекорд – символ силы природных механизмов, которые продолжают поражать и вдохновлять. Несмотря на технологический прогресс во всем мире, природа является не только ресурсом, но и партнером человека в устойчивом развитии. Потому что в мире стремительных изменений важно вовремя замечать такие вот достижения и сохранять уважение к окружающей среде. Ведь именно от здоровья природы зависит наше с вами будущее. И последняя – стихия, которая принесла надежду и облегчение. Шторм Ли теряет силу, природная стихия потихоньку отступает. Атлантический тропический шторм Ли, который ранее достиг 2-й категории урагана, ослаб и движется в сторону Азорских островов, теряя свою разрушительную силу. Эта новость стала долгожданным облегчением для населения восточного побережья Северной Америки и прибрежных районов Европы. Для подкастанации эта стихия – напоминание, насколько хрупка устойчивость наших экосистем и как важна готовность общества к изменяющимся природным условиям. Природные катаклизмы становятся испытанием для инфраструктур, экологии и человеческой солидарности. Сегодняшняя ситуация учит нас не только уважать могучие силы природы, но и активнее внедрять меры адаптации и защиты, чтобы минимизировать ущерб и сохранить жизни. Сегодняшний калейдоскоп событий объединяет в себе темы от технологий и финансов до медицины и природы. Все эти новости образуют единую картину нашего времени баланса между инновациями и технологиями, между личным и глобальным, между вызовами и возможностями. Для канала «Подкастанация» важно не просто следить за поверхностными заголовками, а проникать в суть и размышлять о том, как каждое событие отражается на нашей жизни и будущем. Технологии меняют культуру и власть, экономика формирует будущее поколение, медицина открывает новые горизонты, природа ставит новые рекорды и напоминает о своей мощи, а стихия требует к себе уважения и готовности. Именно поэтому каждый зритель или слушатель, независимо от нации, должен размышлять над тем, что происходит, как это влияет на их жизнь и будущее. Спасибо, граждане. Подписка, колокол, комментарий. Вступайте в нацию думающих людей и думайте громко, но спорьте аргументами. Вы уже граждане подкастанации.